Друзья, мы продолжаем знакомить вас с технологией легкого домостроения дома. Сегодня мы покажем вам, из чего состоит нижняя направляющая. Мы разработали, на первый взгляд может показаться, что сложная система, но мы уделили этому особое внимание, так как направляющая выполняет очень важную роль в самой конструкции дома. Итак, наш сэндвич состоит из нижней пластины, она 275 миллиметров, что равняется внешним габаритам наших ножек, нашего блока. Затем идет пластина шириной 195 миллиметров, что является размером внутренних габаритов ножек. Затем мы применили доска из лиственницы. Решили не нарушать древние традиции, потому что в древности при постройке деревянных домов старались всегда использовать более крепкую древесину на первый венец. Ну, понятно, для того, чтобы дом стоял столетиями. И сверху еще одна пластина ЦСП. Да, я не сказал, что это материал ЦСП. Он также имеет толщину 12 миллиметров. Таким образом формируется наш сэндвич и блок. Когда садится, эта часть USB опирается на CSP, а нижние ножки опираются на нижнюю опорную часть. Ну, естественно, здесь все это крепится на саморезы в тело лиственницы. Для того, чтобы дальше продолжить работу, у нас здесь появляются свободные пазухи. Мы все это дело закрываем нашильником. И тогда можно будет смело уже заливать или засыпать внутренний раствор. Вот отсюда покажи, как это. И сейчас изнутри тоже покажи. После этой процедуры можно уже смело засыпать или заливать утеплитель. Да, не сказал, что нащильник закрепится сквозь ножки, и длинный саморез войдет в тело лиственницы. Сейчас мы это дело все склеим, пропитаем
Дальше продолжим показ. Разработанный нами направляющий элемент состоит из 4 деталей. Нижняя деталь, я уже говорил, она шире, опорная для ножек. Две детали одинаковой ширины из ЦСП. ЦСП это материал цементно-стружечная плита. Это наш отечественный материал, давнишний, давно разработан, очень надежный, который не боится влаги и очень долговечный. И центральная часть это доска лиственницы. Традиционно используется всегда в очень сложных местах в строительстве. Таким образом мы формируем наш сэндвич. Наносим на обе стороны клей ПВА. Стараемся равномерно все это нанести. Здесь у нас уже покрыто. Фиксируем все это струбцинами. Важно все это совместить, чтобы у нас блок потом легко оделись на нашу направляющую. Стягиваем все это саморезами. В заводских условиях это будет делаться все под прессом. Но мы пока стянем все это саморезами.
Обратную сторону тоже протягиваем саморезами. Чтобы наш сэндвич за период эксплуатации вел себя надежно. Надо сказать, что мы применили ЦСП, он по стоимости раза в 3 дороже, чем OSB. Ну, естественно, доска лиственницы тоже очень дорогая. Но на этом элементе, я думаю, что не стоит экономить. Примыкание первого венца к фундаменту очень важный момент, который влияет на долговечность строения. Вот основная часть направляющей готова. Сейчас также прикрепим опорную часть. В итоге получится Т-образная конструкция. Итак, крепим опорную часть нашей направляющей. В будущем это, конечно, в заводских условиях все надо делать под прессом. Но на данный момент мы используем такой принцип. Снимаем струбцины. Переворачиваем. Получилось довольно тяжелая, но зато прочная и надежная направляющая. Я пробую ставить блок еще раз. Получилось довольно хорошая посадка блока. Сейчас мы все это обработаем влагозащитным составом. И в следующем видео уже покажем, как собирается угол здания на этих направляющих. Ну вот мы продолжаем показ. Мы прогрунтовали наши направляющие элементы. Грунтовали, выбрали грунт-эмаль 3 в 1. Она годится для металла, дерева, бетона. И процентов 10 добавили битумной мастики. Разбавили все это white-спиритом и прокрыли. Прокрыли со всех сторон. Я специально оставил торец один, чтобы показать наш сэндвич. Это 2 слоя получается у нас ЦСП, лиственница и верхний слой тоже ЦСП. Очень основательная конструкция.
Глеб, давай поставим. Так, значит, мы рекомендуем выбирать базовую линию и сразу ее крепить. Но сразу надо сказать, что ее нужно закрепить идеально по уровню и идеально по линии, по прямой. Тогда у нас наши блоки будут ложиться хорошо. А прилегающую сторону мы просто устанавливаем, пока без крепления. Когда блоки будем укладывать, она сама найдет свое место. Блоки ей подскажут, как лечь. А потом, когда пройдем первый ярус блоков, тогда можно будет уже закрепить их к основанию, остальные. Но базовая линия заранее крепится очень надежно. Так, Глеб, ставим тот блок сначала. Так, на себе, на себе. Так, все. Немножко на меня его. Возьми молоток, подстучи. Хоп, хорош. Так, маленький блок сюда ставь. Да. Все. Вот таким образом блок у нас сел. Рейки должны коснуться вот этого основания. Не, специальная опорная планка. А внутри внутренние рейки плотно сели на верхнюю часть направляющей и USB перегородки тоже оперлись на направляющую. То есть получается опора в двух местах. И рейки опираются, и USB. Так, Глеб, ставим второй блок. Вот он уже показывает, что надо немножко подкорректировать угол. Да. Нижний, да? Да. Ну, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще. Все, пока хватит. Что у нас? Все. Вот. Ну, тут еще два момента. Вот сделали такие отверстия. Они выполняют две функции. Вернее, три даже. Первая функция – это прокладка для прокладки коммуникаций. Вторая функция – это более лучшая связка при заливке пенобетоном. Ну и третья функция – это облегчение самого блока. Так. Еще надо сказать, что для надежности, для сохранности от сырости прокрыли, ну там миллиметров 120 внутри блока тем же составом. Этот состав очень хорошо ложится, высыхает, не липнет. Ну, то есть такой получается очень хорошее, плотное, надежное покрытие.
Так, Глеб, ставим сюда блок угловой. Вот это? Да, давай этот поставим. Можно поставить еще Куда? туда и сюда. Теперь завершение. Примыкание к фундаменту. Используем вот эти нащельники. Давай покажем. ЦСП тоже. Да, они из ЦСП прогрунтованы. Пока, Глеб, приготовься, это шуруповерт. Устанавливаем, максимально прижимаем кверху, делаем отверстие через ЦСП. ЦСП и брусок. И закручиваем саморезом. Ну вот установили нащельники с наружной стороны и с внутренней стороны точно так же. И конструкция приобретает законченный вид. А самое главное, первый ярус блоков максимально защищен от влаги. Саморез закручивается, делается отверстие 52 миллиметра. То есть сверло проходит через ОСБ, рейку. И потом, когда саморез закручивается, он проходит опять же через ОСБ рейку и входит в тело лиственницы. То есть получается очень крепкое крепление. Ну, с наружной стороны, естественно, все эти стыки можно дополнительно обработать тем же составом. А так, в принципе, у нас уже получается глухие емкости для заливки. Без щелей, без опасности, что все это вытечет.